Purpose clear, we hold it high. Touch the stars up in the sky. Beautiful children side by side. In this journey, let's reside. Shining bright, we're on a mission. Vuga Family и Travel Show с картами Таро. Вопрос от фаната. Ролик Соджина о поездке в Дубай вызвал вопросы, много вопросов. В комментарии он рассказал всем друзьям из Vuga Family, кроме тех, кто, конечно, снимался с ним, о своей поездке. Фанаты подумали, это может быть намеком на вторую часть Travel Show, где соберутся все вместе, включая Тэхёна и Чонгука. И вопрос к картам Таро. Есть ли вероятность выхода второй части Travel Show с полной Vuga Family? А у меня заставочка на Ko-Fi. Именно вот это фото от парней. Они сидят втроем. И четвертый стул пуст. Так что, возможно, есть какой-то намек на Travel Show со всеми Vuga Family. Есть ли вероятность выхода второй части Travel Show с полной Vuga Family карту? Есть или нет? Император. Карта организации чего-либо, а также говорит о семье, о семейке Vuga. Девятка Пентаклей. Карта может говорить о путешествии. И Паш Пентаклей. Конечно, все карты говорят о начале проекта. Особенно об этом намекает Паш Пентаклей. Девятка Пентаклей может говорить, что что-то, в общем, сняли, что-то есть. А Паш Пентаклей может говорить, что еще что-то будет. Это как идейная такая карта, обсуждают. Это еще не запуск, а, скорее всего, подготовка. Ну, и планы на будущее. Ну, девятка, конечно, Пентаклей. Это статусная тоже карта. Это карта успеха. Вот успешно завершился какой-то проект у них. Свободно, комфортно. Карта удовольствия. Ну, естественно, карта процесса. Девятка Пентаклей об этом. Очень серьезная структура. Это император. Здесь явно в этой карте есть кто-то стоит за этим и, в принципе, ждут одобрения. То есть, если они там уже есть план, какие-то идеи, они это уже, в общем, сформировали все и, например, подали на одобрение. Если вот этот чел не даст одобрения, то проект не состоится. Император решает все. Запустить этот проект, не запустить этот проект. Вероятность второй части Travel Show семейкой Vuga есть, но пока на уровне идеи, а не на уровне движения, продвижения. Вообще Паш Пентаклей медленная карта. Девятка Пентаклей это конец лета, начало осени. И, возможно, сейчас идут переговоры, что касаемо продолжения Travel Show. Император весенняя карта. Это овенская карта, апрель-май месяц. Скорее всего, проект будет в 2026 году. Но вот если мы посмотрим по картам, сейчас уже что-то заложили в этот проект. Ну и, возможно, какой-то спойлер будет, релизик какой-то, намеки. Так что ждем. «25 августа Тэхён станет первым корейским артистом, приглашенным на подачу в матче Лос-Анджелес Доджерс. Китайская фан-база V-Bar подготовила невероятный проект самолет с 60-метровым баннером, где будет написано One and Only My Superstar V. Один единственный, моя суперзвезда V. Самолет будет кружить над стадионом целых 4 часа до игры. И все, кто придет на матч, увидит это послание. Как сам Тэхён воспримет такой жест? Воспринял уже. Как сам Тэхён воспримет такой жест поддержки? Станет ли это для него действительно важным моментом для Тэхёна? Карта вышла шестерка мечей. Ну, конечно, шестерка мечей, она, ну, например, способствует какому-то продвижению. Да? Это карта очень больших каких-то горизонтов, расширить что-то. Шестерка мечей карта вышла.
А еще карта мыслей. Он думает об этом. Восьмерка пентаклей. О том, что армии провели огромную работу, что касаемо баннера. И карта вышла девятка мечей. И я хочу сказать, он очень доволен, да, если вышла карта девятка мечей. То есть он ждал, реально ждал этой поддержки. Конечно, карта девятка мечей, она может говорить о том, что это карта, ну, такой огромной ответственности. Естественно, карта страхов и переживаний, чтобы не подвести армию. Знаете, я не хочу сказать, что девятка мечей это какая-то вина с его стороны, что он взвалил все на плечи фанатов. Ну, вот карта может намекать на это. Конечно, шестерка мечей – это карта движения, а еще связано с перелетом. Вот будет самолет лететь, понимаете, с этим баннером. Шестерка мечей прям четко вышла. Самолет полетит. И вообще восьмерка пентаклей – это очень серьезная карта. Эта карта не такая, что, например, конечно, он радуется за это, в общем, очень доволен, но восьмерка пентаклей – это больше карта говорит о серьезном, масштабном проекте, о огромной проделанной работе со стороны фандома. Естественно, в картах есть благодарность, ну, присутствует какая-то тревога. А мы на Бусти по этому вопросу очень много сделали раскладов. Приходите на Бусти. Естественно, по восьмерке пентаклей это карта своего рода, карта процесса и оценки чего-либо. И, естественно, он оценит это. Девятка мечей, например, может говорить о том, карта, что после игры эта карта еще пару дней будет занимать его мысли, скажем, да, и он будет думать об этом. Это, скажем, своего рода эмоциональный след после состоявшихся событий по шестерке мечей и восьмерке пентаклей. Озвучка Тэхёна, да. Мы только поговорили Ви-король, а сейчас поговорим об озвучке Тэхёна. Иа. Ходят слухи, что Тэхён работает над проектом озвучки. Ну, мы видели, достали там десятку пентаклей, это вообще грандиозный какой-то проект, да? Вот. И много такого намекнуло чего-то, о чем он может быть. Связан с чем-то детства? Ну да, фанаты шепчутся. Он может стать голосом Иа в рождественском сериале «100 акров». А совпадение ли это с тем, что он недавно сравнил себя с Иа, осликом, да? Вот, наверное, все. И я, кстати, размещала у себя там его интервью, коротенький шортик, вы можете посмотреть, получит ли Тэхён крупный проект по озвучке. Ну, неважно, Иа или еще какой-то крупный проект, получит или не получит. Он уже его получил. То есть пентакли вышла карта. То есть пентаклей, да. Что касаемо проекта, неважно, это озвучит он ослика или, ну, например, еще какой-то будет мультик, ну, например, да, что-то в этом роде. Да, конечно. Детка кубка вышла. Тоже, в общем, смотрите, детское что-то, да. И мы до этого доставали десятку пентаклей, там тоже, да, тоже ребенок был. И, да, вот, есть озвучка. Есть озвучка. И девятка кубка. Вообще классные такие карты вышли. Есть ли озвучка? Мы-то спросили, да, конечно. Вышли карты. Да, проект успешный. Теплый, очень эмоциональный. Он очень будет доволен результатом. А также и фандом будет, в общем, тоже доволен и воспримет это как реальный подарок. В общем, да? Море эмоций. А ему-то как принесет это вообще, какую радость. Он реально доволен, в общем, да, вот этим проектом. На сайте Calvin Klein, Япония, сообщили, что амбассадоры бренда не будут присутствовать на открытии флагманского магазина в Японии. Фанаты опечалились. Но, несмотря на это, все пишут о том, что ждем сентября.
Но внимание фанатов уже приковано к сентябрю. Именно тогда пройдет Нью-Йорк Fashion Week 2025 год. Армин надеется, что Чонгук как глобальный амбассадор Calvin Klein появится именно там. И вопрос картам Таро, стоит ли ждать появления Чонгука на Нью-Йоркской неделе моды. Появится он в Нью-Йорке или не появится? А, кстати, вы на Бусти можете посмотреть расклады. Мы такие вопросы разбираем и делаем расклады на группу BTS. Приходите, подписывайтесь, смотрите расклады. И вышла карта у нас десятка кубков. Ну, эта карта результативная, и карта говорит о том, что он появится в Нью-Йорке. А вот какие карты мы доставали на Японию, вы можете посмотреть на Бусти. Приходите на Бусти и смотрите расклады, подписывайтесь. А также у нас есть Ko-Fi, а также у нас есть Patreon. Перевод по желанию на ваш родной язык, на язык, который вы пожелаете. Приходите, смотрите расклады. Ну, жезлы, карты говорят о движении. Естественно, будет. Карта говорит, будет. Смотрите на карту, я ее себе показываю. Быстрое и яркое появление. Мощный, заметный выход. Вот такие карты вышли, да. А здесь у нас карта двойка кубков. Смотрите. И, кстати, он будет не один. Вот эта карта, она, естественно, подтверждает, что он будет в Нью-Йорке. Но вот эти две карты, они говорят о том, что что-то будет новенькое такое, да. Мы будем удивлены вообще его выходом. Такие легкие вышли карты, без какого-либо напора. Карты вышли реально настоящего какого-то праздника. Так что ждем этого праздника.